Ничего важнее семьи нет. Семья, наверное, самое главное устой. А многодетная семья – это во много раз важнее и нужнее. Поэтому мы должны вообще, когда многодетная семья, снимать шляпу просто изначально. Люди, которые отважились на то, что сегодня при современной медицине люди отважились, и огромные семьи, которые вообще важны во всем, и в первую очередь в нашей стране, потому что катастрофически уменьшается наше население, ничего с этим никто не может сделать, это тоже большое несчастье. Поэтому все, что мы придумали на этом фестивале, все, что будет, это именно связано с тем, что нашим глубочайшим уважением к тем людям, к многодетным семьям со всей страны, и даже, слава богу, еще мы привлекаем из зарубежья. Поэтому большая, яркая программа, и я знаю одно, когда мы видим глаза этих родителей, этих детей, мы понимаем, что это на всю жизнь. Такая память останется на очень-очень долго. И это, наверное, самое главное, такая вот радость в ситуации, тем более вот в такое хорошее и доброе время. Поэтому все, что мы можем сделать, и все, кто нам помогает, во-первых, огромное спасибо. И все, что мы делаем и будем делать, и нас никто не остановит. Будут у нас спонсоры, не будут, мы все равно будем бороться и делать то, что можем, потому что важнее семьи нет, и поэтому да здравствует наш фестиваль. С помощью этого фестиваля реализуется замечательная идея, которая позволяет собрать вместе семьи из самых разных уголков нашей страны. И этот фестиваль дает возможность семьям рассказать о своей жизни, о тех делах, которые они вместе делают. В общем, поделиться опытом той богатой духовной жизни, которой живут многие семьи в нашей стране. Очень здорово, что этот фестиваль дает пример для молодых семей. Пример того, какой насыщенной и замечательной может быть жизнь каждой российской семьи. В связи с этим я бы хотел пожелать всем участникам фестиваля счастья, здоровья и успехов. Фестиваль собирает под свои флаги. Мы говорим не только о многодетных семьях, мы говорим о семьях, которые хотят создать семью. Это клубы молодой семьи. Мы говорим о молодой семье, которая начинает свое становление в этой жизни. Мы говорим о семье, у которой один родитель, но в силу определенных обстоятельств он тоже хочет участвовать вот в этом большом семейном празднике. И мы никому не отказываем в участии. Радостно то, что наш фестиваль имеет 11 конкурсных программ. Эти программы дают возможность раскрыть семью в полном ее творческом, экономическом, спортивном, интеллектуальном вот объеме. Это, наверное, на сегодняшний день очень важно. Фестиваль показывает нам, какие социальные проекты есть в регионах. Мы объявили конкурс «Лучший социальный проект семейного малого бизнеса» и «Лучший региональный проект». И у нас 11 проектов жюри выбрало для того, чтобы их обязательно о них рассказать, их показать и их обязательно, наградить это слово неправильное, наверное, им дать возможность более высокого старта и возможность того, чтобы главы управ, главы их поселений, губернаторы обратили внимание, что эти семьи могут являться примером для развития региона. Это действительно так. Значит, в этом году у нас будет на фестивале 33 семейные делегации. Эти семейные делегации объединяют 4 страны: Италию, Испанию, Болгарию и Китай. Это семья Азербайджана, Армении, Москвы, Украины, Казахстана, Таджикистана, Молдавии, Белоруссии, Калмыкии, Пензенской области, Нижегородской области, Омской области, Амурской области, Ярославской области, Бурятии, Архангельской области, Московской области, семейная делегация Минобороны, семейная делегация Дагестана, Тюменской области, Тверской области, Кабардино-Балкарии, Чеченской республики, Калужской области, Ингушетии и Иркутской области. То есть представляете, какая география огромная наших команд семейных. Замечательный центр Кунцево будет представлять семью Азербайджана и семью Армении. И они подготовили уникальную программу, специально собирают семьи, которые они воссоединятся у нас в Москве и покажут замечательные номера. То есть это стоит огромного, конечно, уважения. У нас, я вам сказала, у нас есть удивительный конкурс «Любимый
«Любимая песня моей бабушки». Это конкурс, который дает возможность объединить вот связь поколений, потому что ни для кого не секрет, что мы иногда, к сожалению, не обращаем на своих пожилых, скажем так, родителей не хочется называть, но пожилых дедушек и бабушек, потому что сейчас бег времени настолько ускорен, что невозможно его остановить. И кажется, ну что бабушка. А оказывается, бабушка живет своим миром, и у нее есть свои традиции, своя культура, которая сейчас очень востребована. И наши семьи поют любимые песни моей бабушки. Представляете, как здорово. И они действительно сейчас уже и на телеэкранах, на слуху. Нас это тоже радует. Творческая мастерская. Семьи творят уникальные, совершенно удивительные вещи. Самый главный конкурс «Генеалогическое древо семьи». Я всегда завидую тем семьям, которые приносят, и вы здесь видите в слайдах, приносят свои древа, которые уходят глубоко в исторические корни России. Мы смотрим те проекты, которые действительно интересны, которые нужны нашим семьям, их нужно поддерживать, потому что, самостоятельно, конечно, проводить все это хорошо, но если есть определенная помощь, поддержка, есть определенное понимание государственных задач этих проектов, потому что у нас некоммерческие фонды, общественные организации сейчас фактически стали реализаторами государственной семейной политики, потому что только через общественные формирования, только через вот эти структуры, которые объединяют наши семьи, которые помогают им, я бы сказала, держаться на плаву в нашей такой экономической ситуации, да, вот, конечно, такие фонды, через них мы свои направления семейной политики и реализуем. Цели и задачи фестиваля международного семейных династий «Вера, надежда, любовь», они близки нашему министерству, которые направлены на укрепление института семьи в Российской Федерации, уважение к национальным культурным традициям и семейным династиям, социально-культурную адаптацию детей с ограниченными физическими возможностями и детей-сирот. Могу сказать, что структурные подразделения МЧС России, например, проводят шефскую работу с 285 детскими домами, в которых проживает более 20 тысяч детей. Что касается проведения фестиваля, то уже не первый год мы сотрудничаем в этом вопросе. Очень вкусная полевые кухни, да. Просто. Наши военнослужащие. Также наши творческие коллективы участвуют в гала-концертах. В этом году запланировано участие творческого коллектива Академии государственной противопожарной службы МЧС России с танцевальным номером «Танцы России». Все начинается с семьи. Многодетная семья, вот в моем представлении, это такая маленькая Россия. И вы знаете, это так важно, вообще вот взаимопонимание в семье. Очень часто мне приходится иметь дело с детьми. Я очень часто выезжаю на разного рода фестивали. У меня у самого свой детский театр. И вы знаете, часто дети не понимают своих родителей, а родители не понимают своих детей. И вы никогда не обращали внимания, как правило, если у детей возникают какие-то проблемы, они идут не к своим родителям почему-то, да, а к более старшим друзьям, да, для того, чтобы что-то рассказать, что-то тайное, сокровенное. Хотелось бы, чтобы все-таки это было наоборот, чтобы прежде всего дети обращались со своими проблемами к своим родителям. И я заметил, что в многодетных семьях как раз-таки такая традиция есть, как ни странно. Видимо, из-за того, что они поддерживают друг друга и понимают то, что как бы старший должен отвечать за младшего, видимо, поэтому и в конце концов такие семьи, они держатся очень долго вместе и, может быть, до конца своих дней, потому что вот когда детей много, происходит вот этот вот взаимообмен, не только такой вот, скажем так, информационный, но и энергетический. Поэтому дай бог, чтобы многодетных семей было как можно больше. Соответственно, Россия наша при этом будет более прочной, вот, и крепкой. В первую очередь хотел бы выразить слова благодарности за то, что пригласили участвовать в этой пресс-конференции. Ну и, конечно, за то, что подобная работа делается. И само даже название, да, «Вера» первым словом идет. Соответственно, это некая основа для каждой семьи. И, конечно же, мы, Совет муфтиев России,
и в своей деятельности тоже придерживаемся подобных принципов. То, что важно, чтобы семьи были и многодетными, и духовно богатыми, и культурно богатыми. И не секрет, что мусульманские семьи, они очень, как правило, многодетные. И в этом отношении, может быть, нам легче, да, и очень часто бывает так, что именно в мусульманских семьях, вот мы как-то раз были в детском доме, и там директор нам, это была первая встреча, мы хотели сотрудничать, она нас выслушала, и там она сказала такую фразу: «Как я вам завидую, как я вам завидую». Она имела в виду именно вот то, насколько крепки и сильны традиции, семейные традиции у мусульман. Поэтому нам в этом плане есть чем гордиться, но тем не менее есть и к чему стремиться. И мы своей деятельностью, которую самостоятельно ведем, полностью поддерживаем те проекты, которые осуществляются фондом, и также готовы участвовать, да, если в этом будет необходимость. Я рад, что в этом году 7 семей мусульманских тоже участвуют в этом фестивале. Стало больше, 9. Уже 9 даже, да? Я ошиблась. Это не последняя цифра. Думаю, что да. И я думаю, мы идем рука об руку, да, вместе и будем продвигать подобного рода инициативы. Актуальность фестиваля, безусловно, не подлежит никакому сомнению, потому что проблемы семьи сейчас выдвинуты на первый план, и в том числе для государства, потому что есть некая тенденция, сейчас она, конечно, идет на спад, но духовно-нравственные традиции размываются, и семья является определяющей, роль семьи является определяющей в борьбе с негативными последствиями всего этого, потому что семья — это союз людей, которые объединены любовью, взаимным уважением и взаимопомощью. И если ребенка воспитывают родители, а не улица, то действительно у него большие перспективы. Если наоборот, то вероятно, что ничего хорошего ждать не приходится. И если в семье не все в порядке, то нельзя ожидать, что в целом общество будет здоровым. И хочется отметить, что сегодня особенно важно и актуально, чтобы детей в семье было много. И в многодетной семье ребенка с детства приучают к любви, пониманию, заботе, к уважению старшим, что немаловажно. И вот это вот человеческое общежитие, оно дает ему очень хороший билет в будущее. И в первую очередь от нашей настойчивости, от нашего упорства зависит восстановление традиционных ценностей в семье, ну а следствием этого является и здоровое, хорошее, счастливое общество.